Привет, дорогие подписчики! Тема сегодняшнего видео будет замена стандартных наших штатных заводских клемм. Самые большие, какие мне удалось найти, имею в виду толщина стенок, это были соседей наших с Беларуси. Ну, тут указано, у нас есть даже плюсик, то есть, чтобы ты не забыл, где какая. Главное, правильно их одеть. Ну, давно хотел вам, скажу, их заменить, так как они уже в довольно плачевном состоянии находятся, и когда их снимать, это всегда проблематично. В идеале, конечно, хотелось бы, возможно, эти клеммы сделать. Все вы, наверное, видели много разных на YouTube видео, где их прям запаивают. Но я, в принципе, думаю, что долговечность их абсолютно будет нормальная. Плюс я еще хочу это все дело, где будут видны провода, запшикать медным спреем. Тем самым у нас не будет окись. Ну что ж, пойдем на машину, будем ставить, отрезать старые, ставить новые. Вот во что превратились старые клеммы. Здесь, конечно, вопросов нету, все классно, изоляция хорошая, все, нигде ничего, но места зажимов, они уже практически подошли к выходу, то есть что-то здесь выдумывать, проще их заменить. Здесь то же самое. Единственное, что меня смущает, это толщина этих проводов, так как они довольно толстые. Если смотреть вот сюда, мы видим, что толщина здесь не такая большая, как она здесь находится. Плюс еще здесь идет один проводочек. Так что, в принципе, вот единственный момент, который мне лично не нравится. Сама по себе она добротная, толщина хорошая, место, куда она будет садиться, чуть-чуть мне не нравится. Но, возможно, когда я сниму изоляцию, и она там на самом деле не такая и толстая. Возможно, там очень толстая резина. Так, ну что ж, раз уже подошел к этому вопросу, надо это все делать. Плюс вот смотрите, видите, какие зазоры. Что здесь. Оно уже плотно не садится. Плотно не вжимается, вжимается здесь уже не вжимается, там происходит окисление, но тем самым площадь контакта она минимальная может быть. Так что будем заниматься этим вопросом. Тут тоже, если заметить момент, то провода должны быть, возможно, длиннее, потому что в зацеп они будут входить тяжело, так как длина провода, если честно, не сильно большая. Разрезаю по кругу аккуратно, чтобы сильно не повредить жилки, а потом делаю такой надрез, и тем самым легко его сниму. Контакты зачищены. Дальше буду все это дело укладывать. Для первого прожима пришлось поехать купить длиннее болты, так как не хватает высоты болта. А вот когда уже стянул, эти болты можно снять и поставить покороче. Вот что у нас получилось в результате. Это изолента, все мы, наверное, помним, со времен СССР. Была такая, она как тканевая. Ее промотал
Тут продавил все хорошо. Оно из-за того, что свинец материал достаточно гибкий, он здесь хорошо прожался. И все везде хорошо втянулось. Так как у нас гофра эта идет разрезанная, мы ее теперь аккуратненько одеваем. Ее не обрезаем. Вот, ребятки, что у нас получилось. Сюда забрызгал медная смазка. Тем самым окиси не будет металла. Ну, гофру вкладываем плотненько. И на этом эта сторона готова. Теперь будем заниматься плюсовой клеммой. Здесь, ребята, снимаю защиту изоляции и вижу, что, как говорится, молиться на него не стоит. Все-таки года берут свое. Здесь внутри идет такая прослоечка, ну, шла прослоечка, может быть, она где-то дальше еще осталась, так как с этой стороны было. Вот эта вот зеленая штука, это была типа как бумага, что-то такое. Ну и оно в себя впитало влагу со временем и начало окисляться. Так что тут провода еще надо будет и зачистить. Очистил, пробрызгал для контактов. После делаю точно так же надрезы с двух сторон для лучшего соединения. Ну и ставлю саму клемму. Формирую такой пучок. Здесь фиксирую на стяжке. И теперь точно ставлю клемму. Здесь, как видите, плюсик, а тут минус. Здесь делаю точно так же, прожимаю длинными, формирую форму, изгиба и тому подобное. Потом меняю на короткие болты. Пришлось надрезать только маленькую гофру. Вот так у меня получилось. Все точно так же, как и там. Пробрызгаем. Начинается дождь, так что все уже готово как раз. Ну и ставлю назад. Изначально всегда ставим плюсовую клемму. Все установлено. Если будут клеммы какие-то поворотные, возможно, то лучше бы, чтобы они были поворотные. Ну вот так у меня получилось. Я не электрик, и это не показываю, как вам делать. Смотрите сами. Если есть какие-то рекомендации или кто-то электрик там или тому подобное, может написать что-то толковое. Всегда буду рад. Вот вблизи можно посмотреть состояние. Вот уже видно разрушение какое пошло. С той стороны даже уже лопнуло. Сами понимаете, тянуть уже дальше было некуда. Я не спорю, что лучше это, конечно, когда там все было залито, чем зажим. Но если смотреть на состояние этих контактов, то тянуть, повторяюсь, было некуда. Все, ребята, всем удачи, пока.